Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике стритфуд. Мы с Ромкой заскочили на такую оживленную улицу, где можно, во-первых, хорошенько пошопиться, это напротив, а с этой стороны улицы хорошенько покушать. Очень дешево, ребята, поэтому, скорее всего, сегодня мы обойдемся не одной кафешкой, ну, как минимум двумя. Давайте проверять. Что ж, быстренько и начнем. Менюка, как всегда, в таких местах крайне малюсенькая, небольшой выбор, но приятные цены. Вы сами можете видеть, что здесь дорогого. Можно, грубо говоря, заказывать все меню, что мы, в общем-то, и сделали. А дело в том, что вот это все, что подается здесь. Просто остальные все варианты. Есть добавки, то, что вы хотите больше себе напихать, либо замиксовать, то есть на двоих, там, например, и так далее. То есть здесь повторение идет, а самое главное, вот эти три блюда. То, что мы уже заказали. Че, Ром, со спрингроллов или супчик пока горячий? Давай. Супчик? Ага. Давайте с супчика начнем. Посмотрим, что там внутри. Свинина. О, хорошо-то как, смотрите. С волосами. Прекрасно. Кусок вареной крови. Много лапши. Сверху арахис и росточки. Росточки — это хорошо. Единственное, до чего докопаюсь, это все-таки до волосни на шкуре. Такого быть не должно. Нужно, ребят, за этим следить. Ну и прежде всего лапша, да со стручками свежими, с проростками. По вкусу очень похоже на один из моих любимейших здесь супов, а именно утиный. Это восхищение, это классно, здорово. Вот за такими стритфудными блюдами сюда стоит заезжать. Ребят, давайте я еще кровище кусну. Вот этого бояться здесь не стоит ни в коем случае. Это печенка. Мягкая печенка, любому человеку, который здесь ее попробует, понравится. Ну и теперь о безволосенье, как это сказать, обезволошенную. Короче, свинья без волос теперь. Добавить здесь, в общем-то, нечего. Кусок мяса приличный, на косточке, но, видите, то есть и мясо в наличии. Этим количеством, одним супом точно наешься. Стоит это 35, ребята, тысяч донгов. Всего лишь. И это вкусно, и этим наешься. И здесь хорошо мясо, и здесь лапша. Короче говоря, вот это съел, все, свободен. Ром, погрызи, пожалуйста, тоже. А мы приступим к следующему. А это у нас будет по типу буньбо, только здесь не написано, какое мясо. Здесь написано бунь, это название блюда с мясом на гриле. Какое мясо, не знаю, но, в общем, сейчас разберемся. На колбаски так похоже. Попробуем. Ну это типа колбасок фарши есть, да. Шаг навстречу тем анисовым. Ну, впрочем, в вот это блюдо бунь, оно сюда и идет. У нас спрингроллы и так есть, но здесь тоже один положен. Короче говоря, вот это вот с колбасками, с вот этой лапшой, и обычно это блюдо заливается вот этим соусом. Но можно и отдельно вот так вот лапшу сюда помакать. Вот это блюдо немножко необычное. Ну, то есть, вот там я гарантирую, что вы, приехав и попробовав, вам понравится. И вы будете такие: да, кайф, здорово. То есть здесь несколько необычные вкусы присутствуют, а именно не то чтобы совсем анисовые колбаски, но шаг им навстречу. Ну и второй момент, это касается этого соуса. То есть, знаете как? Сладенький, слегка с кислинкой. Я даже не знаю, как его описать. Ром, вот как ты опишешь этот соус? Ну, ты его прекрасно знаешь. Давай вот я половину. Хотя у нас тут этих хватает. Вот, держи. А я вот так. Селедка. Чувствуешь вкус селедки в спрингролле? Да. Прям конкретная такая селедка.
Давай, выхватывай потихоньку тоже эти колбаски, вот это все. Ну а ты буньбо вообще любишь? Да. То есть для тебя это не странный вкус? Ну, я имею в виду с соусом, вот эти колбаски все, ты же знаешь. Ну, буньбо, там совсем другой вкус. Там вот этих колбасок нету, там же говядина в основном. Ну, понятно, раз с говядиной. Я имею в виду в данном случае вот с мясом на гриле, как у них написано. Колбасками сейчас попробуем, смотря какие колбаски. Ну, это вот обычные магазинные, как я понимаю. А вот эти вот темные, это вот то, что они сами намешивают. Самый главный прикол, конечно, здесь в соусе. Не, ну вот суп первый был отличный. Это очень похоже на суп с уткой, только он Да. со свининой. Да. С уткой он, конечно, понасыщеннее будет, чем вот этот, но тоже очень вкусно. А вот эти колбаски, которые с лапшой, не, что-то это такое странный вкус. И много таких не съешь. Ну, скажем так, на любителя, в общем-то, сходимся во мнении, да, что супешник вот этот заехали, взяли по-любому, а вот это на свой страх и риск, но, тем не менее, стоит он 30 тысяч, знаете ли, можно, как говорится, и рискнуть, даже если не понравилось, ну и Господь бы с ним, много не потерял, сильно не разорился. На мой взгляд, своеобразное. Кому-то зайдет, кому-то, может быть, не очень. Но вот здесь, кстати, с обсыпкой вот эта колбаска. И вот эти вот маринованные овощи. Вот я лично для себя характеризовал бы это так. Есть можно, но без особенного удовольствия. А вот супешник, там будешь язык глотать. Это точно. Давайте спрингроллы пробовать. И давайте свернем спрингрольчик. Ну, для начала, естественно, со всем, что у нас здесь представлено. Ну, вот анисовую, ладно, не хочу. Яйцо можно. Здесь сюда яйцо. Естественно, огурчик. Раз, два, три. Ну и давайте базилика. Вот так. Лапшу, ладно, уже не влезет. Хочется всего, но не влезет. Здесь без размачивания, просто свеженькая такая вот рисовая бумажка. И макаем в соус. И теперь попробовать все это вкуснуть. А вот это мне нравится намного больше, чем предыдущее блюдо. Сначала мощный вкус базилика, затем свежесть огурца, потом яйцо, и тут же накрывает тебя еще селедкой сверху. Как бы это ни звучало, селедкой сверху тебя накрывает. По щам просто, на тебе селедкой. Вот это неплохо. Вот это сочетание мне нравится. Тоже зайдет, особенно, видимо, потому что я еще этих анисовых колбасок сюда не добавлял. Это свежесть. Можно разные вкусы выбирать, потому что здесь помимо базилика еще мята, еще салат, вот такой лучок. Ну, то есть где разнообразиться. Это классно, это хороший спрингролл. Неужто я начинаю дорастать до спрингроллов? Прежде всего, здесь, конечно же, очень неплохой вот этот вот биточек, назовем его битком, и остальные дополнения к нему ты уже выбираешь сам. Мне нравится больше всего, когда свежести в спрингроллах побольше. То есть я бы выбрал мяту, огурец, свежий салат и чуть-чуть один листик базилика. Это очень хорошо и здорово. Яйцо тоже в тему. Лапша, но это больше, чтобы набиться едой. Но в данном случае вот эти отрезы, листочки, которые они принесли, они не очень большие, поэтому, знаете ли, шаурму такую вот ты здесь себе не свернешь. Но нет, мне понравилось. Отличные роллы, мне понравилось. И особенно вот этот арахисовый соус, с ним прям еще вкуснее. Единственное, только вот эти колбаски, они, конечно, на любителей, на мой взгляд, не в тему. Ну и не братьев. Ну да, а в остальном отлично. Заканчивая с этой кафехой спрингроллы, да, суп однозначно, да. Вот эту вот лапшу с, можно сказать, стрёмными колбасками и с интересным все-таки соусом на любителя. Приехали разок попробовать. Я думаю, стоит, чтобы понять, о чем идет речь. Потому что передать вкусы этих анисовых колбасок, ну, я думаю, сложно это кому-то понять. Они сладкие, они анисовые. Вот этот вот соус дополняет лапшу. Там зелень немного перемешал. Ну, в общем, короче,
Опять же, можно еще все это и лаймом залить хоть здесь, хоть там, хоть в суп вообще добавить. Недорого, вкусно и сытно. Давайте переместимся просто за стенку в соседнюю кафеху. Переместились мы всего лишь за стенку, а цены выросли, как будто мы в турзону переехали. Ну, потому что здесь, в 3 раза все примерно дороже. Рома тут же запросился вот на эту курочку. Я говорю, это же обычная фитнес-кура наша. Рома говорит, нет, это вкусное что-то там другое. Хорошо, ладно, посмотрим. Я было сначала попросил говядину на пару с такой травой периллой. Но он говорит, говядины сегодня нет вообще. Коза была, свинина только что была, здесь какая-то другая свинина, поэтому я взял кальмары. Заодно и посмотрим вот здесь, конкретно в середине Фонтиета, есть ли, по крайней мере здесь, нормальные кальмары. Сейчас это и проверим. Наковырял мясо ракушек. Давайте с бульончиком. С песочком. Острый, приятный, хороший бульон. Слушайте, да? Вещь хорошая. Ракухи вот эти вот, их добывают на пляже в совершенно промышленных масштабах. Ходят с такими специальными граблями, и песок во время отлива прочесывают. Вынимается их немерено. Если хороший ресторан, то они поддержат эти ракухи в аквариуме с аэрацией сутки. Хотя бы тогда они профильтровываются, и песка в них нет. Кто ленится, подает прям сразу. Типа и с песочком вам сойдет. Здесь немного песка. Мне в одной ракушке только что-то попалось, и все. Остальные прям нормально. Перчика. Имбирь есть так не буду, а вот ракуху, это пожалуйста. А в этой ничего нет. А вот и перчик подоспел. Экий молодец. Не, вкусно. Эта штука хорошая. Это, знаете, не столько поесть, если ты голодный, сколько проостриться. Вкусом заправиться. Это действительно вкусный бульон, отлично все приготовлено. И вы знаете, посидеть чуть-чуть так морепродуктики погрызть. Хорошее блюдо стоит 73 тысячи донгов, что, на мой взгляд, оно того стоит. Ракух прилично. Да, здесь еще, прям очень прилично. Роман, давай сейчас мы новую плошку попросим и заправляйся тоже остротой. А ты перчик будешь есть? Попробуй. Сладенький, острый, с травами. Чувствуется базилик, чувствуется имбирь. Мы обычно брали, он какой-то пресноватый был. А здесь прям хороший бульон. Вот под это дело прям хорошо. Ну чё, Ром, как тебе? Проострился? Да, это прям дохренища остроты. Но суп свежий, прям отличный, вкусный. Чем-то на том-ям даже похож. Ага. Мне прям понравилось. Но если вы острое не любите или не особо едите, то, конечно же, не советую. Да, это блюдо острое, азиатское. Кстати, здесь никаких предупреждений. Вот это вот хаптай за 73 тысячи нету предупреждения о том, что это острое. Какую-нибудь перчинку бы вот поставить нужно было, но с удовольствием, да, Ром? Да? Да. То есть это можно есть, именно есть с удовольствием. Не убивающая острота. Просто мы такие раз, всю плошку так съел, еще и перцем закусил. Тут понятное дело. Короче говоря, 5 блюду. Отлично, здорово. Ждем следующего. Ну а теперь что же? Кальмары, обжаренные с чесноком под рыбным соусом. Выглядит неплохо. По ценнику значительно дороже. Они у нас стоят 113 тысяч донгов. Ну и хотя бы... нет. Я было разлакомился, что почищенные, но нет. Хитинчик на месте. А вот теперь можно и так. С икрой вроде. Горячие. О. Это вкусный, хороший кальмар. Про остроту они здесь
очевидно, не упоминают в принципе, а ее здесь, как вы видите, прилично. Лучок в наличии, как зеленый, так и репчатый. У меня других замечаний нет. Это вкусный, хороший кальмар. Он может быть даже не из заморозки. По крайней мере, в нем небольшая такая хрусточка осталась. Это вам, конечно, не на пару. Это жареный, но в резину не превращенный, хороший, добротный кальмар. Роман. Главное, соус к этому делу еще тоже такой соевый с остротой. На тебе. Здесь не хватает. Типа здесь и так все в семечках перчиных плавает. Ромка тоже попробовал. Говори. Да и кальмар тоже отличный, как будто бы даже не замороженный был. И ну, на любителя, потому что они его чем-то нафаршировали и чувствуется рыбный соус. Ну, рыбный, понятно, мы же и заказывали под рыбным. Ну, вот, соответственно, мне тоже нормально, и тебе нормально, но если только сюда приехали, рыбный соус не пробовали, может показаться, что не очень. Ну, да, тут я скажу следующее. Если к азиатским вот этим вкусам для начала не привыкший, лучше всего заказать кальмара просто на пару и к нему рыбного соуса ложку. И после этого просто берешь кальмар, макаешь в этот соус и пробуешь. Во-первых, это одно из моих любимых сочетаний. Прям очень классно и здорово, если свежайший кальмар на пару минутку или просто там минутку отварили, 40 секунд, после этого в рыбный, отлично. И для знакомства с рыбным, я считаю, это лучший вариант. Потому что заказал вот так вот, а вдруг не зайдет. Ну, тогда будешь выбирать другие блюда. А на мой взгляд, вот это блюдо прекрасное, все с ним отлично. Ценник, да, в принципе, нормальный. Да? То есть для количества вот этого кальмаров на одного человека прям хорошо поесть. Хорошо, трава есть, помидорки, огурчики, все в наличии. Ромкину куряку ждем. Вау, вот это да. Ну вот я сейчас Ромку спрашиваю: Ром, а вот это вот то, что ты именно хотел? Сейчас у нас там забулькает, он говорит: да нет, я думал, просто курица будет как на картинке. Ну, потому что логично, ребята, мы показываем картинку, мы хотим вот это. И Рома, в частности, заказывал конкретно это. Приносят совсем другое, поэтому, ну, да, здесь, к сожалению, вот этого вот, ну, не кодекса или правила, как хотите, так называйте, нет. Что картинка соответствует тому, что ты приносишь. Это нужно всегда учитывать, поэтому простое тыканье не обеспечивает вам гарантии того, что принесут именно это. Ну ладно, по крайней мере, это будет курица. Ага, ну тут на пару у нас готовится. Ну, курочка обычная, местная, фитнесовская. Давайте дождемся, когда овощи размягчатся до конца. А это у нас еще нерожденные яйца. Здесь и добавочки есть. Пускай на пару еще поготовятся. А вот оно и готово. Чё б тут взять-то? Нарубили, как всегда. Давайте. Яйцо нерожденное. Перчик, конечно. Здесь без этого никуда. Лучка. Лучка. Давайте еще кусочек курочки. Ну, блюдо вот такое. А, смотри, еще и лапа. Для любителей погрызть. Рома, крылышко, крылышко. Ну, вот это, конечно, как всегда здесь. Кроме как руками выгрызать это не получится. Достаточно мягко. На удивление. Вопросов к курице никакой. Это мощный, хороший, насыщенный вкус курицы. Ну и что? Нерожденные яйца тоже в тему. Я не знаю, здесь, наверное, половина курицы, да, Ром? Ну, то есть, вот она, и вот так вот ее наполовину, значит, отрезали. Стоит это 243 тысячи.
Ну, на мой взгляд, за пол курицы дороговато. Тем более на пару, без всяких, знаете ли, дополнительных специй, просто лучка. Весь ливер, естественно, тоже присутствует. Вот печенка, сердечко, вот еще и дополнительный этот, как он там, рождательный, в общем-то, орган, короче говоря, где куча этих нерожденных яиц. Но за пол курицы с лучком и с ливером. Ребят, а помните, у нас был такой интересный эксперимент, как посещение в Ханое баров с моим тезкой? Да, это был интересный опыт. Так вот, у Кости есть еще и хобби. Он пишет тексты для песен. И сейчас у модной группы Cult All Stars выходит новый сингл, как раз-таки на его текст. Для тех, кто любит техно-рок, самое то. А поет там, кстати, бывший гитарист Би-2 Андрей Звонков. Послушайте по ссылочке в описании. Качает. Сама курица отличная, очень вкусная, но вот цена, да, потому что здесь, мне кажется, даже не пол курицы, а вообще треть курицы. Если сравнивать, вот мы не так давно пробовали хот-пот с курицей, помнишь, который был супер вкусный? Ну да, да, Вот, да. И здесь. Там и курицы было намного больше, плюс сам бульон отличный. Сюда бы хотя бы рису, что ли, еще добавили за эту цену. Ну, кстати, да, гарнирчика не хватает. Вообще даже, знаешь, здесь не хватает бульона и какого-то еще дополнительного гарнира, Ну да. чтобы ты мог чем-то запивать, потому что курица достаточно сухая. Она вполне себе, за счет того, что на пару мягкая, очень даже все неплохо, но запивать это, очевидно, чем-то нужно будет, ну и не чисто же мясом наедаться. Ну, может быть, скорее всего, отдельно просто заказывайте, ребята, и все. А чтобы к блюду это шло, так и нет. А, так вот, у тебя грудка как раз. А ты говоришь, нет, полкурицы. Ну вот, смотри, нога, крыло. Вот ты взял грудку и все. Ее просто вот так вот измельчили. Ну, либо это микрокурица была, Цыпленок. ну вот. Но все равно, да, что-то слишком дорого для такого количества. Ну, пожалуй, это единственное, до чего мы сегодня докопались, что конкретно это блюдо дороговато. Кальмары отлично, вот эти ракухи в бульоне тоже здорово. Ну уж я молчу про соседний ресторан за стенкой, где, ну, кафешка за стенкой, где вообще все очень вкусно и дешево. Ну и что ж, подведем итог. Да что ж сказать про вьетнамский стритфуд. Разные кафехи, цены отличаются, пожалуй, в 3 раза. По вкусу нормально, но, знаете, вот здесь как-то такое впечатление, что люди то ли в аренде, а там в собственности, поэтому такие цены. Но я, конечно же, за первое место. Вот, что хотите, говорите, но я за супчик за 40 донгов. Вот это не переубедит меня никто никогда. Курицу за 243, половинку маленькой фитнесовской, спасибо, не надо. Ну а по морепродуктам вроде бы все в порядке и даже цены на уровне. Короче говоря, можно заскакивать, точки, как обычно, в описании, потому что сюда приехал и вот эту улочку давай гуляй, вон там закупился, вот здесь поел. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Ну а когда мы попросили чек, нам любезно принесли еще и дрэгонфрукта. Сразу же сказали фри, то бишь бесплатно, на халяву. Давай, отцепляйся. Это вкусно, ребят. Как и многое здесь, во Вьетнаме. Если собрались во Вьетнам, у меня в описании есть телега. Пишите, там все контакты. Поможем с арендой байков, с трансфером, с виллами, с сим-картами и прочими экскурсиями. Все в описании. Welcome. Я уже объелся. Ром, курицу один будешь пробовать. Ну вот чуть ли не первый раз я такое встречаю, чтобы вот прям такие волосы выдираются крайне хреново. Я, короче говоря, знаете, вот этот кусок шкуры отдеру